По ситуации, которая произошла в Кривом Озере Николаевской области, я не комментировал, ожидал реакции высших чинов национальной полиции. И я думал, что прозвучат те фразы, которые я думал, что прозвучат. То есть я думал, что будет отставка. Нет отставки. Начнем с того, как все начиналось. Дуже достойну кандидатуру шефа національної поліції, на плечі якого або якої ляже дуже важлива місія побудови нової національної поліції. Этот блог это не попытка там глушить Хатию и Деканоидзе. Нет, ни в коем случае. Просто хочу показать, как это все происходило и как это происходит сегодня. Порошенко, как всегда прихрюкивая от удовольствия, заявил, что есть достойная кандидатура. Чем достойная, мы не будем, я же говорю, мы не будем даже углубляться в биографию госпожи Хатии, которая проработала на должности аналогичной этой, там, порядка 2 месяцев, да? А, не, ошибся, порядка 2 месяцев она работала министром образования, а до этого читала лекции, участвовала в трансформации полиции Грузии. В общем, достойный человек, и она приступила к реформации полиции, в частности и Николаевской области тоже. Мои дорогие жители Николаева, поздравляю! Я смотрю сегодня на полицейских, и я очень взволнована, правда? Глава нацполиции Хатия Деканоидзе не боялась никогда брать на себя ответственность. Она так и говорила, что это я контролирую процесс, там, когда набирают в полицию этих граждан с улицы. Но она не говорила с улицы, она говорила там переаттестация, я несу ответственность. Я присутствовала, когда мы начали отбор этих патрульных полицейских. Она четко поняла, что требуется от нее в Украине, она четко изучила уже ментальность, она знает, что говорить, чтобы всем понравилось. Слава Украине! Героям слава! Для себя самой свой украинский период она считает великолепным приключением. И я думала, что вот это трудное время, это есть великолепное приключение, это есть шанс какой-то что-то хорошее сделать. Кстати, вы заметили, что я, в отличие от других журналистов, не спросил вас, почему? Заметили, потому что ты не журналист, а очкалист. Я без всяких экивоков и без всяких этих самых, я прямо говорю в лицо, я вас очень уважаю. Ой, спасибо. Госпожа Хатия контролировала отбор в полицию. Это обыкновенные люди. Это люди, которые пришли, прошли очень жесткий конкурс, очень жесткий отбор. Я сама лично присутствовала, когда мы начинали отбор в Николаеве, потом уже, когда был процесс и закончился отбор. Так что я думаю, что они хорошие, они прошли очень хорошую подготовку. И когда звучали редкие звоночки, в частности, от экс-главы Интерпола Украины, эти звоночки заглушались колоколом аплодисментов, мол, меняется, реформируется полиция, такая уже полиция, не узнать ее. Как мы можем в этой стране ожидать позитива в реформе, когда человек, который отвечает непосредственно за эту реформу, не заинтересован в продолжении жизни в этой стране? Активно помогали Деканоидзе и тому, что произошло в Кривом Озере Николаевской области, украинские СМИ, которые откровенно не замечали, некоторых косяков украинской полиции. Впрочем, знаете, с кем не бывает. Не спросить, это вот смертельное ДТП, да, при участии патрульной машины, вследствие которой погибли молодые супруги 18-28 лет. Полиция убивала людей на пешеходных переходах. Полиция опять убивала людей на пешеходных переходах. Полиция не забирала преступников с улицы. Эти преступники в итоге убивали людей, как это произошло в том же Киеве. Но этому не придавали особого значения, потому что зачем вот этими вот мелочами портить общую картину такой успешной реформы. И плюс сама Деканоидзе говорила, мы никогда не будем покрывать преступников. Нет. Что я всегда говорила, вы знаете это, вы слышали об этом, наши телезрители тоже слышали об этом. Мы никогда не прикрываем тех, которые виноваты в какой-то ситуации. И вот сразу же пример неприкрытия преступников. Это когда неадекватный абсолютно полицейский олейник, выпустив там более 70, наверное, пуль по машине, которую преследовали в Киеве, убил парня. Причем убил не водителя, да, подойдя и стреляя в лобовое, а убил пассажира. Плюс при этом полицейский олейник говорил, зараз я его завалю. То есть этот маньяк просто хотел кого-то убить. И вот люди вышли. Люди вышли за идею, понимаете?
Не для защиты одного полицейского, а для идеи. А это, это переломный момент. Рабы вышли в защиту рабовладельца, потому что рабы, которых начали уже тупо отстреливать слуги рабовладельца, посчитали нужным защитить этих слуг рабовладельца. Извините, я так стою. Люди, которые работали в системе так много лет, они мне сказали, и пошли туда, на площадь, и сказали, что такого мы в жизни не видели. Да, они еще и благодарят. Убивайте нас больше. Сделаю все. Спасибо. Вам спасибо. И убийцу этого не защищали, нет. Назвать убийцей нельзя, пока нет приговора суда. И мы должны все быть очень осторожны. А осторожны мы должны быть, чтобы не бросить тень на всю полицию. Нет, если кто такой и где у нас порой, вот и министр говорит. Принимала факт, что нападение на полицейского, который при исполнении своих обязанностей, это большое преступление. Нападение на полицейского? Это тогда гуляла такая городская легенда, которую запустили также украинские СМИ. Я понимаю, при поддержке национальной полиции о том, что было нападение на полицейского, и он был вынужден просто отстреливаться. Если по улицам города ездить по 200 км в час и нести смертельную угрозу. Тут надо заметить, что там присутствует вся команда молодости нашей. Геращенко, Шкиряк. Это самые ближайшие люди нашего министра. И Шкиряк, приобняв, держит одно животное вот так вот за плечи. Вот это животное, это и есть патрульный олень, которому нравится убивать людей. Но нет, конечно, своих никогда не отмазывали. Убийц-то вы что? Наказать. Людям нравится. Люди своими аплодисментами приближали. Они как будто кричали: быстрее, Кривое озеро, приближайся, приближайся. Да сколько таких кривых озер по Украине было, о которых мы просто не узнали. Второе. Будьте осторожны, пожалуйста, все. Потому что это единственное достижение в стране, что у нас пока есть, к сожалению. Опять, слышите, будьте осторожны, пожалуйста, потому что это единственное достижение в нашей стране, которое пока есть, к сожалению. Ну и долгие продолжительные аплодисменты, конечно, не могли не закончить вот этот спич. Убивайте нас, убивайте, мочите, все нормально. Главное, чтобы реформа была. Я собой пожертвую, понимаешь, но пускай я сгорю, но огонь разгорится, знаете как. Прыгну в топку, но будет пылать все ярче, потому что реформа нам очень сильно важна. Люди не замечали вот этого. В Украине йде війна, ви остановляєте українську землю. Подожди, все нормально. Общество, СМИ не замечали вот этого деревянноголовой упертости Деканоидзе, которая заявляла, что в милиции работают очень хорошие люди. Почему? А я ездила, говорит, путешествовала по Украине и все это видела. В милиции работают очень честные люди. Я это видела в Украине, я путешествовала очень много в Украине, и в других городах, не только в Николаеве. Ну и вот случается то, что случается, и Деканоидзе уже заявляет о том, что если кто такой и где у нас порой, есть люди все-таки, которые еще оскверняют наши ряды, но мы никогда не боялись критики, в принципе. Несмотря на то, что мы очищаемся, есть, конечно, те люди, которые работают до сих пор, оскверняют наши ряды, но критики мы никогда не боялись. Народ должен услышать что-то резкое, и Деканоидзе говорит: мы их достанем, их уже достали, они уже сидят под стражей, мы их достанем. В тюрьме достанешь, через воров в законе, или что, грузинских? Мы всех достанем. Может быть, нам нужно время, потому что они все сразу, всех достанем, этих негодяев, которые реально оскверняют наши ряды. И вот она уже как будто бы с зеркалом разговаривает. Опять-таки, мы их достанем. Хочу сказать, и особенно сказать тем негодяям, которые до сих пор служат нацполицию и забыли, что такое честь офицерский. Я вас достану. И когда достану, накажу не только вас. Она достанет, и когда этот день настанет, кого она накажет? Не только вас, но и кого? Но и ваших начальников тоже. То бишь я достану саму себя. По сути, Хатя Деканоидзе сказала: я достану ваше начальство, которое вас, уродов, допустило в эту полицию. Я достану эту негодницу Хатю Деканоидзе. Ну и плюс ближняя команда. Я уже говорил, что команда молодости нашей. Вот жирный тролль, то есть советник министра МВД, рассказывает как раз тоже о происшествии. Это пример того, как полиция очищается от тех людей, которые
не хотят выполнять закон, превышают свои служебные полномочия, они за это понесут суровую ответственность. Убийство полицейскими человека, закованного в наручники, выстрелы человеку в упор в сердце – это пример того, как полиция очищается. Можно больше таких примеров, конечно, привести, да, не досуг. Но самое главное, не называйте преступниками, потому что суд еще не назвал. Но при этом мы должны помнить о том, что пока суд не признал этого человека виновным, мы не можем заявлять о том, что именно он виновен. Какой законник, да, в этой же речи спустя минуту об убитом. Сотрудники полиции должны были урезонить покойного хулигана с использованием приема рукопашного боя. Геращенко сам уже только что, сам вот в ходе разговора уже вынес вердикт и уже осудил по статье хулиганство. Нельзя сказать, что это событие ставит крест на всей реформе полиции в Украине. В чем так настойчиво пытаются показать ее оппоненты, в том числе получающие указания из города Москвы. Поэтому, если ты говоришь, что реформа полиции не совсем удалась, и в структуру попали садисты и абсолютно неадекватные убийцы, ты, значит, получаешь указания из Москвы, прямо из Кремля, з того самого телефона, знаєте, з гербом таким большим. Вже повідомив генпрокурор, що судмедекспертиза встановила, було застосовано травматичну зброю. Про це мовчать у Нацполіції. Що відбувається, на вашу думку? А вот что происходило, когда узнали, что потерпевший умер от ранений в сердце. Это спрашивает журналистка у Шкіряка. Ви знаєте, по-перше, я дуже вас прошу припинити маніпуляції, припинити абсолютно відверту спробу дискредитації Національної поліції в цілому, заявляючи про ось цей випадок. Я прошу вас остановить манипуляции. Понятно? Заткнитесь. То есть неадекватный Шкіряк требует от журналистов даже вопросы такие не задавать. Давайте прочтем, что сообщила Нацполиция. Но ведь Нацполиция на самом деле до официального сообщения о том, что человека убили в сердце, сообщила о том, что вот хулиганские действия, туда выехали, но он украл 500 гривен. Так, жена, услышав, что приехали правоохранители, умоляет о помощи и защите. А те вот мужчине, который продолжал сопротивляться, в какой-то момент стало плохо. Правоохранители вызвали карету скорой медицинской помощи, но медики уже констатировали смерть домовладельца. Все, полицейские применили меры физического воздействия, одели наручники. А ему просто, видно, с сердцем у него было слабовато. В свое время были в Радиевка, были другие кричащие, вопиющие случаи. И в этих случаях не говорили там, что надо снять вот того вот попку на месте. Нет, говорили, надо снять министра. Говорили, ответственность несет не только министр, но еще и президент, ответственный за министра, который ответственный за силовое ведомство. И правильно говорили, и абсолютно верно говорили, потому что если ты руководишь структурой, ты не можешь говорить, там на местах у нас есть там волки в овечьей шкуре. Да нет, значит ты сам баран в какой там шкуре. Рыцарь в тигровой. Вот. И ты несешь ответственность за своих подчиненных, даже самого низшего звена. Но когда твои подчиненные убивают, а народ, который они убивают, аплодирует, ты можешь не опасаться и говорить, мы там вычистим, но нельзя говорить, что не удалась там реформа, и ты не подашь в отставку, как сделали бы в цивилизованном государстве. Завтра Национальная полиция Украины спасет еще 20 барсуков, надует 10 колес, задержит 100 500 преступников, которые будут оказывать сопротивление, и дай бог из них никто не скончается просто от сердечной недостаточности. Какое государство, такая и полиция. Пока. Ви знаєте, по-перше, я дуже вас прошу припинити маніпуляції.